Как старое кирпичное здание перевоплотить вот в такое каменное, монументальное и красивое, вы узнаете из этого ролика. Обо всех этапах подробно я расскажу в этом выпуске. Всем доброго часа, приятного просмотра. Заглядывайте в описание, оставляйте свои комментарии, ставьте пальцы вверх. С вами, как всегда, я, Александр, канал Каменный Декор и мой каменный декор. Поехали! Ну вот уже выполнил художественную обшивку сеткой. Стекла зашил, углы, верха, так как здесь он идет все, провода все в гофре, поэтому слой будет приличный. Обшил сеткой, также откосы все в сеточке. Ну и с этой стороны тоже, где стекло, все в сетке. Вот. Промежутки не заполнял сеткой, кирпичу адгезия будет хорошая, слой будет небольшой. Ну, потихонечку готовимся к замесу. Все приготовил, компонент А, компонент Б, все налито, вода, миксер, все готово к черновому слою. Ребят, еще для тех, кто сомневается в липкости, правильности, что ли, рецептуры моих растворов, вот видно стекло, вот сеточка, вот кидаю руками, никаких проблем нет. Когда вы мне пишете, а можно еще плиточного клея туда добавить, например, как ведро цемента, ведро клея, 2 ведра песка. Ну, на мой взгляд, это чересчур перебор. Вот он, раствор. Загладил, протянул гребеночкой. Стекло все держится, все схватится, замонолитится. Вот произвожу накидочку. Вот здесь слой сантиметров 6 на сетке держится, все прекрасно. Вот, поэтому плиточный клей можно, конечно, добавлять, дело сугубо индивидуально для каждого, но я предпочитаю работать профессиональной химией, и по цене выгодно, и стабильное качество получается раствора. Так, ну и чтобы совсем не осталось сомнений, поехали. Все видно. Вот продолжаю, ребятки. Все нормалек. Если кто знает способ получше, пожалуйста, делитесь или пользуйтесь своими способами. А я показываю свой, точнее не свой, а способ заимствован у нашего папы Артбетона Владимира Колесникова. Именно этот, наверное, способ привил мне большую любовь к раствору. Кайф. Владимиру Колесникову большой респект. Ну и вот спустя несколько часов немножко подтер черновой слой, чтобы более-менее он был в плоскости. Подровнял все, поубирал. Все, красота. Оставляем на подсыхание. Ну, до завтра. Завтра уже буду наносить чистовой слой. Вот здесь такая интересная штучка. Вот такая интересная штучка у меня заливается в форму. Смотрите до конца и увидите, что это получится. Сейчас покажу немножко вам процесс нанесения раствора в таких неудобных местах. Накладываю ведерко маслица.
Вот здесь такой немаловажный момент. Скотч я проклеиваю сразу с отступом, ну где-то там по 2, может быть 3 миллиметра с заходом на дверь. И вот я в этом уголочке, видите, вот раскопал, где у меня уголочек скотча. И соответственно отсюда я уже беру уровень и по нему двигаюсь. Вот. Когда я уже все подрежу полностью и буду снимать скотч, у меня эта кромочка будет аккуратненькая, ровная, с легким заходом на дверь, и там не будет никакой щели. Ну вот сейчас буду приступать к ручной нарезке. Нарезка будет вот такого плана. Эти камешки я сделал по 40 сантиметров. Ну, то есть поделил вот это все расстояние дверное, чтобы хорошо смотрелось. 40, 40, 2 по 40. А в серединке сделал вставочки по 21, там, по 22 сантиметра. Верхняя балочка у меня будет с заходом на 30 сантиметров. Здесь вот посередине ставил такой камешек, и эта балочка. Ну а сверху такие большие камни. Здесь кровля будет подшиваться, поэтому с вот этим бортиком я не заморачиваюсь. Кровельщики подойдут чуть ниже, где-то сантиметра на 2, на 3 опустятся еще. Вот примерно выйдем, как вот там вот камешек, вот здесь вот на нет, на угол. Вот, поэтому верхняя кромка такая получается неаккуратная. То же самое и здесь по разметочке. Вот колонны 40, 40, 21, 2 по 40. И здесь в таком же ключе я все размечаю. Здесь тоже балочка. Вот разметку сделал. Балочка сюда и балочка отсюда. Здесь будет посередине камешек. Вот. Ну, здесь, конечно, на этих откосах, скорее всего, две балки сойдутся вместе. Вот. Закончил по раствору, вот так вот оборвался хаотично, откос этот не стал трогать, чтобы потом уже этот откос вместе с этой балочкой вот так пошел вместе. Провода под светильник, ну все по фэншую сначала, то есть делаю все откосные моменты, после чего буду заполнять уже серединку. Так, друзья, что дальше? Дальше идет доработка. Видите, уже камешек сделал. У меня есть вот такой вот мастихинчик художественный. Ну, мне нравится вот за счет такого среза. Можно взять что-то другое, тоненькое. Нож какой-то, я раньше работал ножами, но эти вещи уже более профессиональные, более интересные. Щеткой по металлу тут немножко я побил. И потом поубирал лишнее. Ну, то, что мне не нравится, где я сильно набил. Чуть подожду. Сейчас продолжу. Вот смотрите, вот сейчас на камешке падает свет. Я каждый камешек отдельно вырезаю с разным узором, там разнонаправленные делаю. Таким образом будет иллюзия того, что видите, как хорошо, вот тут забыл полосу прорезать. О, камера выручает. И создастся иллюзия того, что это натуральные камни. Сейчас коротко на примере вот этого камешка покажу. То есть, если здесь я побил щеточкой чуть-чуть, я уже здесь бить не буду на следующем камешке. Вот, сразу вот так для углы затираю. Не сильно еще пересохший раствор, поэтому поддается хорошо. Вот, а вычищать швы уже буду немножко позже, когда подсхватится посильнее. Немножко их вот так поглубже прорезаю и доработаю. Вот. И здесь какой принцип? Есть, конечно, какие-то косячки, вот там выбоинки, но это все доработается уже на следующий день.
Сегодня я не хочу уже заводить раствор. Вот я просто не успею. Вот этот весь объем, на него уйдет где-то около 4 часов резьбы. Так, вот так прохожу, немножко скашиваю. Вот так вот кромочку можно побить. Ну, не можно, местами даже нужно это делать. Вот, значит, здесь такой камень, здесь какой-нибудь сделаю вот так горизонтально направленный. Вот в этом направлении. Отметаю, смотрю, что получилось. И уже то, что мне надо, я уже доделываю. И вот это сюда уведу вот эту трещинку, этот скол. Какие-то вот такие разные немножко движения делаю. Где-то глубже, где-то менее глубже. Вот, все. И уже швы доработаю немножко позже. Швы, края вот так вот немножко. Они были не острые, это чуть-чуть сбитенькие, скругленные. Обязательно тут по краям, где у меня будет примыкать отсюда отделка, глянец снимаю, чтобы адгезия была хорошая. Ну так вот, в общем, идем, каждый камешек прорабатываем. Ну и где-то через часок подойду, все вот это дорежу, вернусь, пообметаю и еще поподрезаю, где это будет необходимо. Вот такой вот промежуточный этап. Сейчас все пролил. Получается, за первый день я сделал вот этот весь угол, вверх и вот эту колонну. За второй день вот эти 3 откоса и вот эту верхнюю балочку. Медленно, но уверенно продвигаемся. Ну, нарезка на самом деле очень сложная. Каждый камешек надо сделать индивидуальным. Поэтому очень медленно, но по итогу должно получиться очень и очень красиво и необычно. Постарался над каждым камешком индивидуально. Так, ну промежуточный этап еще покажу, когда сделается все.
После того, как грунт подсох, первый слой у меня будет вот такой темно-коричневый на откосах, на всех камнях. Развел его до более жиденькой консистенции, чтобы краскопульт хорошо распылял. Ну и сейчас наношу первый слой. Так как у меня по задумке вот эти все обрамления, вот эти верхние, вот эти колонны, по задумке они будут более темнее. Поэтому технику я использую от темного к светлому. Сначала пойду прокрашу темным камешки, и потом уже буду двигаться в направлении более светлых тонов. Сейчас коротко покажу, как напыляю. Бывают моменты при покраске, они проявляются. Вот такие вот боковинки, вот они, волоски, фибры, вот местами остались торчать. Сейчас сразу вот пока обнаружил, я их поджигаю, дообжигаю, так скажем. Если краска немного нарушается, я здесь продуваю еще дополнительно. Так, по расходу, если кому интересно, значит, вот этот откос, вся верхушка. И вот эта колонна, нижний камень не додул. Вот ушел бочонок 300 миллилитров. Это на первый слой, потом еще буду додувать после подсыхания, где будут пробелы. Вот дождался высыхания, получился вот такой вот цвет коричневый, красивый, двери коричневые. В принципе, будет хорошо смотреться. Сейчас хочу сделать разнотоночку. Значит, на этот коричневый, в базовую, в коричневую добавлю черненького, черной краски, и некоторые участки притемню. Ну а потом уже поиграю с тонами, где-то посветлее накину также рыжинки. Вот накинул уже рыжий. Следующим этапом буду сейчас прокрашивать вот эти камешки, буду заполнять это пространство более светлой такой, ну, коричнево-песочной краской, так скажем. Вот так уже смотрятся камешки. Сейчас пройдусь по швам. Вот уже слева в верхнем углу я начал проходить этот темный оттенок, который был также нанесен на большие камни. То есть в коричневую краску добавил черного колера. И сейчас пройдусь аккуратно по швам.
Вот после подсыхания оставлял на ночь. Краски хорошо подсохли. Сейчас буду проходить сухой кистью. Использую вот такой тон, ну, светло-бежевый. Не белый, но светло-бежевенький тон. И по методу сухой кисти теперь я беру такой лимонный и также сухой кистью прохожу выборочно. На банке он вот так выглядит, вживую вот так, на камнях сейчас вы видите. Вот, совсем немножко, совсем чуть-чуть. И по вот этим светлым макушкам я добавляю вот этого лимонного. Я вот так называю. От лимона он далек. Ну, что-то похожее есть. Вот, чуть-чуть такой желтинки приношу. Но не на всех камнях. Так, чтобы каждый камешек имел какую-то свою изюминку. Вот. И не все белое затушевываю. Хочу выделить вот этот камешек.
Также уже выделил вот эту трещину. Вот так слегка. Сейчас еще здесь некоторые выделю. Ну и после лимонного добавляю вот такой вот оранжевый. Ну такой ржавый такой цвет. Вот он на губке. Ну и слегка вот прохожусь. Те камни, которые были не тронуты желтым, слегка еще прохожусь вот оранжевым. Конечно, в тени плохо видно. На солнце еще хуже отражает. Но вот видно вот эти ржавчинки. Вот они вблизи. Довольно прикольно заиграли. Вот я вам крупным планом показываю, так как вот эту кромочку, ну, отхожу дальше, на камеру не видно. Вот. И получается у нас камни многоцветные. Здесь и коричневый, здесь и черный, черно-коричневый точнее. Здесь и белый, здесь и рыжий внесен с краскопульта вот такими вот вкраплениями, пятнышками. Потом этот же рыжий пошел в конце, в самом, по белой уже сухой кисти. Ну, как белая, бежевая, да, светлая бежевая. Потом лимонная. И все это вот так гармонично засмотрелось. Крупным планом вам показываю, потому что по-другому будет не видно. Но при отходе в сторону, без камеры, конечно, видны эти оттенки, видны переливы. Видно, что один камешек светлее, другой там желтеет, третий темнее, четвертый где-то рыжинка появилась. Ну, это действительно такая задумка. Вот. А эти камни оставляю вот в таком, ну, скажем так, в однотонии. Хотя кое-где прошелся я, где-то подтемнил, где-то чуть подсветлил. Вот. Перелив тона заметен. Но это для контраста, это по такой задумке, как камешки с песчаника, со светлого. Они заполнили пространство между вот откосами, колоннами, пилястрами. А вот здесь, кстати, на эту трещину я на желтый чуть-чуть еще капнул оранжевого. Вот местами прошелся. Ну, чтобы интереснее она получилась. Вот. Ну и там, где не трогал желтым, вот здесь добавил оранжевого. Здесь добавил желтого. И получились, в принципе, вот каждый камень, он получился разный. И по структуре, по нарезке, по рельефу. И еще и по цветовой гамме. В совокупности все гармонично смотрится. Но в каждом камешке есть какая-то своя изюминка. Где-то вот такие выбоины я просто сделал и почти больше ничего не делал на таком камне.
вот чуть-чуть скол. Где-то много сколов. И они идут у меня по диагонали, например, справа налево. Если посмотреть вот на этот камень, тут идут наоборот, слева направо. Видите, я их разместил именно друг напротив друга. Потом нижний, это центральный камешек, эти я сделал по 40 сантиметров, эти по 23. Ну, так как мне пришлось делить расстояние всего высоты откосов. И вот так получилось, что средние, точнее нижний по 40, верхний по 40, а в серединке ставочка уже какая получалась. Ну вот она там в среднем выходила 23 сантиметра, чтобы как бы перевязать откосик, чтобы сильно не однообразно было. Вот. Также и здесь, видите, такие длинные, большие расщелины, а здесь короткие, но под другим углом. Большие балки делал в основном под горизонтальную рассечку, а верха уже делал максимально либо вертикально, либо по диагонали. Верхние примыкания сделаны неаккуратно, так будет подшиваться после меня крыша, переделываться, будет подшиваться коробами, и на мою работу зайдет примерно сантиметра на 4 еще опустится, поэтому та верхняя часть будет вообще никому не заметна, и стараться над ней не имело никакого смысла. Главное, чтобы раствор держался. Так, друзья, мне в камеру отсвечивает солнце, поэтому на солнечной стороне будет, наверное, плохо заметно. Здесь вот такая стена. Семья пожелала оставить свой автограф. Классно получилось, все поучаствовали в творчестве. Интегрировал сюда вот такой календарь мая сверху и разукрасил его, здесь на черную подложку пошла белая сухая кисть, чуть-чуть желтой сухой кисти и оранжевых завершений, чтобы, как все-таки календарь мая, они же там по солнцу ориентировались, поэтому верхний слой такой более солнечный. Вот. Ну и эти же камешки, также эта колонна разнообразная, и эта колонна тоже разнообразная. Стиль один, то есть два камня здесь одинаковой величины, а центральные уже идут по середочке по 23 сантиметра поменьше. Вот здесь вот эти камни, вот отпечатки рук оставили на память и год постройки этого дома. Вот так в целом это смотрится. Сверху накладываться будет слой акрилового лака полуглянцевого, чтобы дал легкую блестящность такую, но был более естественным оставался камешек и оставались естественным тона. Лак будет нести защитную функцию, такую гидрофобизирующую, и плюс на себя он будет брать нагрузку от ультрафиолета. И спустя несколько лет, там 2-3 года, 4, здесь, например, теневая сторона, а вот та солнечная сторона, конечно, года 2-3, желательно лаком освежать, чтобы дольше сохранить первозданность вот этой работы, первозданность цветов. По малярному ремеслу, видите, все очень просто. Для малярки нужен удлинитель, компрессор, очищенная вода, различные ведра, губки
Ну, горелка для обжига, ванночка для смешивания красок. Ну, удобнее, конечно, с ней работать. Шуруповерт с насадкой и куча краски разнообразной, от темно-коричневой до светло-коричневой, и промежуточные оттенки. Это вот лимонный, он у нас выглядит как лимонный на банке, он не лимонный, такой на банке горчичный. Светлый беж, но эту я не трогал, я взял вот этот, потому что этот светлее, этот немножко как охристый, сюда я его не решил интегрировать. Рыжий, он же оранжевый, и черный, и все это было перемешано в базовый коричневый, перемешивалось с черным, разбавлялись краски. Ну и песочно-бежевый, который пошел вот на этот главный оттенок. Ну, в принципе, вот с помощью там получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну, грубо говоря, 7 оттенков. Вот и получается вот такая вот красота. Ну вот и подошло к концу мое не кино. Напишите в комментариях, что вам больше всего понравилось в данном виде отделки. Заходите в описание, находите ответы на свои вопросы под каждым моим роликом. И в целом заходите почаще на мой канал. А я, как всегда, желаю вам творческих успехов, мир и каменный декор вашему дому. До новых встреч, друзья. Пока.